Друзья, привет! Если помните, практически год назад я записывал ролик на тему «Как и какой телевизор выбрать», а спустя некоторое время выпустил еще один на тему Smart TV, что это такое и нужно ли оно вам. Кроме того, что я не предоставил вам никаких вариантов и диктор из меня был никудышный, скажу честно, с того времени мало что изменилось. Ну как, если на то время все стремились купить телевизор с разрешением 4К, то теперь с выходом 8К телевизора все покорно стали тратить по 2, то и 3000 долларов. Несмотря на то, что контент с таким разрешением это дело, мягко скажем, ближайшего будущего. Ведь насколько быстро рынок насытится таким материалом, пока неизвестно. При этом недостаток контента в разрешении 8К решается благодаря технологиям искусственного интеллекта, которые предоставляют многие производители 8К телевизоров. К примеру, в телевизорах от Samsung встроенный процессор Quantum улучшает видео практически любого исходного разрешения до 8К, позволяя смотреть фильмы или сериалы в самом высоком качестве. Картинка получается настолько живой и детализированной, что кажется, будто можно дотронуться до объектов и персонажей прямо на экране. С другой стороны, вы сами знаете, что такое наш человеческий глаз. Чтобы увидеть ту самую ощутимую разницу в изображении, вам понадобится использовать очень большой экран. Помимо этого, у вас должно быть просто 100% зрение, но ведь сейчас у всех такое, верно? Либо же сидеть поближе, а возможно и то, и другое вместе. Поэтому, если вы по той или иной причине не хотите устанавливать дома телевизор с огромной диагональю 1200, то стандарт 8К кажется для вас просто ненужной роскошью. Про это еще можно очень долго разговаривать и рассуждать, но речь сейчас не об этом. Я к чему? На сегодняшний день, если вы планируете покупку нового телевизора со Smart TV, покупать его без максимального разрешения 4К это довольно глупая затея. Потому что 4К на сегодняшний день стало таким же привычным и доступным разрешением для пользователей, как и Full HD. Контента уже более чем достаточно и с каждым днем становится все больше и больше. С выходом 8К цены на 4К телевизоры снизились и уже практически каждый может спокойно прийти и взять его в кредит. Но нет, на самом деле есть разные варианты. Рассрочка, к примеру, или оплата частями. Ну ладно, есть варианты. Это вам не 8К. И последнее, телевизор нужно приобретать на долгосрочную перспективу. 4К уже не мейнстрим. Подумайте, что будет через года 2-3. Поэтому сегодня специально для вас я сделал свою собственную подборку лучших за свои деньги 4К телевизоров со Smart TV и совершенно разных размеров. Начинаем. Первый телевизор от Xiaomi Mi 4S. Стоимость 21 тысяча рублей. Начнем с того, что это самый бюджетный вариант, при том, что за такую цену вы получаете больше, чем можно пожелать. По дополнительным разъемам здесь все имеется: 2 USB, 3 HDMI, Ethernet порт и Wi-Fi. Ultra HD 4К телевизор 43 дюйма, но даже при этом при всем не могу сказать, что все настолько круто, что можно уже бежать и брать его в магазин. Ведь с некоторыми недостатками в данном телевизоре, которые имеются, придется мириться. Если верить характеристикам модели, в диапазоне HDR можно использовать HDR10, HLG и Dolby Vision. Но на практике качество картинки не может сравниться с более дорогими решениями. Однако тем, кому не принципиален уровень HDR, изображение точно понравится. Максимальная яркость не дотягивает до уровня лучших устройств. Экран, откровенно говоря, темный, а если вы еще будете смотреть телевизор в солнечный день, то в темных сценах вы мало что увидите. Цветопередача в Xiaomi Mi 4S на неплохом уровне, за звук в телевизоре отвечает 2 динамика по 8 Вт без сабвуфера. Работает телевизор под управлением Android TV, и это невероятно огромный плюс, так как именно он дает вам доступ к широчайшему спектру приложений и возможностей. Интересная функция Smart TV от Xiaomi — возможность искать фильмы и сериалы сразу среди всех платформ, а не по отдельности. Голосовое управление, которое, как мне показалось, работает просто отлично. Здесь и патчвол, своя оболочка телевизоров Xiaomi, или в простонародье бесконечная стена платного контента. Если какой-то сервис есть в Google Play, но отсутствует в меню телевизора, его можно спокойно скачать. И также поддерживается загрузка APK файлов. Если подводить итоги, то в телевизоре от Xiaomi больше плюсов, чем минусов. Ведь мощные колонки в телевизоре это не главное, когда есть разъем для подключения внешних колонок. К качеству изображения придерется только очень зрячий специалист. Да, экран темноватый, но софт и цена это все нивелирует.
Второй вариант – хороший 4К телевизор с диагональю 43 дюйма от компании LG. Цена 26 500 рублей. По дополнительным разъемам 3 HDMI, 2 USB, Ethernet порт, Bluetooth, Wi-Fi, антенна, в общем, все имеется. Модель работает на основе IPS матрицы с шикарной подсветкой типа Direct LED. Эта матрица отличается широким углом обзора, хорошим качеством изображения, но частота обновления всего 50 Гц, так что игроманы с приставками задумайтесь. Хотя, впрочем, для работы с динамическими кадрами и этого достаточно. Конечно же, Smart TV, а именно OpenWebOS. Встраиваемая открытая операционная система, основанная на ядре Linux. Не Android, конечно же, но по-своему очень удобная и интересная система. Голосовое управление, удобнейший универсальный пульт, браузер, стриминговые сервисы, все это здесь также имеется. Долго останавливаться на нем не буду, более подробный обзор, если что, можно найти в интернете. Также в телевизоре два встроенных динамика по 10 Вт, чего хватает с головой, и автоматическое выравнивание звука. В двух словах, отличный вариант за свои деньги, но уже от LG. Вообще, если вы заметили, как умные телевизоры, так и информационные экраны мы с вами встречаем практически каждый день, где только можно. На улицах, в супермаркетах, торговых центрах, в транспорте, в кафе и еще во многих других общественных местах. На них транслируются рекламные ролики, акции, различного рода информационные новости, подготовленные заранее. PRTV.su — это новое бесплатное приложение для создания слайд-шоу под телевизоры с функцией Smart TV. Используя интернет, вы можете самостоятельно вывести на свой экран самую актуальную для вас информацию, причем мгновенно. При этом вам не нужны глубокие познания в области программирования, либо какие-либо другие сторонние программы. Как это работает? Вы создаете контент в бесплатном онлайн-конструкторе, который запускается в любом современном браузере под любой операционной системой. Устанавливайте на ваш Smart TV приложение PRTV.su, которое вы можете скачать в каталогах для LG WebOS, Samsung Tizen и телевизорах на Android. Сайт s.prtv.su поможет вам сформировать динамическую информацию с помощью так называемых информеров. К примеру, выводить информацию о текущей погоде, пробках, изменении курса валют, подключать ленты социальных сетей, календарь, погода и многое другое. Помимо этого, сервис может помочь вам в развитии вашего собственного бизнеса. Вы можете использовать конструктор как меню-борды в вашем кафе или ресторане. Цены и скидки можно вывести на экран мгновенно, при этом не останавливая воспроизведение слайд-шоу. Найти применение можно практически в любой отрасли. В спортзалах, свадебных мероприятиях, корпоративах, на ресепшн в отелях, на выставках или даже в переговорной показать партнерам проект, либо же другую актуальную информацию. А используя дополнительную смарт-приставку, вы сможете подключить экран любого производителя и совершенно любых размеров. Создавать или редактировать слайд-шоу можно, находясь в любой точке планеты при наличии интернет-соединения. Если нужно, можно выводить слайд-шоу в полноэкранном режиме на монитор компьютера. Для этого достаточно в строку браузера скопировать код. Сервис новый, постоянно развивается и очень гибкий, поэтому уверен, каждый в нем сможет найти для себя что-то полезное и свою область применения. Ссылку на сайт сервиса и их официальный YouTube канал, где вы сможете найти ответы на многие вопросы специально для вас, я оставил в описании, поэтому переходите и пользуйтесь. А я со временем более подробно о нем расскажу. Ну а мы продолжаем. Телевизор от Samsung, стоимость которого составляет 38 тысяч рублей. Пробежимся быстро по дополнительным разъемам: 3 HDMI, 2 USB, Ethernet порт, Wi-Fi и так далее. Все как и у всех. Экран 50 дюймов с хорошей LED подсветкой. Дисплей Crystal, который славится своим высоким качеством цветопередачи, четкое изображение на экране 4К Ultra HD и технология HDR, а также игровой режим работы Game Enhancer. Обладает неплохим качеством звука, две встроенные колонки по 10 Вт. Помимо безрамочного дизайна и крупных динамиков, реализована неплохая техническая составляющая и функционал. Быстродействие и декоративный режим Ambient позволяют этой модели выделяться на фоне конкурентов в данной ценовой категории. Платформа Smart Hub от Samsung собрала весь контент в одном месте, а знаменитый универсальный пульт One Remote обеспечит вам удобный доступ и комфортное управление. Также стоит выделить поддержку AirPlay второго поколения. С помощью него вы сможете управлять контентом прямо с девайсов Apple и сразу на большой экран вашего телевизора. Проигрывание видеороликов, музыки, фотографий и не только. Так что присмотритесь к данному варианту. Переходим к телевизорам с большей диагональю. Модель от LG, цена 40 тысяч рублей.
Хороший Smart 4K Ultra HD телевизор от LG 55 дюймов 2020 года. 3 HDMI, 2 USB, LAN-порт, Wi-Fi, Bluetooth, все в комплекте. Качество изображения на достойном уровне, чему способствует высокое поддерживаемое разрешение и применение ряда улучшающих технологий, таких как Active HDR для премиального контента, плюс режим HDR Effect для расширения контрастности в стандартном динамическом диапазоне, цветокоррекция True Color, алгоритм HDR Dynamic Tone Mapping и, наконец, режим масштабирования исходного разрешения 4K Upscaler. Платформа Smart TV функционирует на актуальной для LG на 2020 год WebOS 5 версии, браузер, музыкальный проигрыватель и магазин контента от LG. Повторюсь, в комплекте Magic Remote с функциями универсальный пульт и распознавание голоса. Телевизор также оснащен продвинутой системой LG SynQ AI. Основные плюсы: вполне сносный звук Ultra Surround, IPS матрица с хорошей цветопередачей и идеальными углами обзора. Из минусов: невысокие уровни черного и контрастности, и обновление экрана также 50 Гц. И, наконец, последний, самый дорогой в этом топе телевизор от Samsung. Цена 52 тысячи рублей. Данный телевизор одно из лучших предложений 2020 года от Samsung. Стильный и одновременно практичный дизайн. Тонкий корпус, шикарный Flat 55-дюймовый экран со скрытой системой укладки кабелей. По разъемам все то же самое, но я повторюсь: 3 HDMI, 2 USB, LAN-порт, Wi-Fi и так далее. Дисплей Crystal Ultra HD с максимальным разрешением 4K и матрицей VA. Высокая реалистичность картинки, яркие чистые цвета, отменная контрастность и правильное отображение черного цвета, что также немаловажно. А в совокупности с технологией улучшения исходного видеосигнала и улучшенной Dual LED Edge подсветкой картинка получается просто превосходной. Про возможности платформы Smart TV на операционной системе Tizen я уже вам рассказал, поэтому пройдемся по основным плюсам. Ультрасовременный минималистичный дизайн, технология улучшения отображения, быстрая и стабильная работа Smart TV, пульт One Remote со встроенным микрофоном для распознавания голоса и мощный производительный четырехъядерный процессор. Поэтому, если вам нужен телевизор побольше, то за эти деньги данный вариант вас 100% порадует. Друзья, обязательно ставьте лайк, если видео вам понравилось и мой топ был для вас полезным. Напишите в комментариях, на каком из вариантов остановились вы и почему, что для вас важно. Обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал Divide You. До скорого!